Шановні друзі рибалки, всіх вітаю на нашому каналі. Давно у нас на канале уже не было никаких новеньких рыболовных рецептов, и поэтому сейчас я покажу, как приготовить отличную рабочую насадку, которая хорошо будет работать по карасю, по карпу и, соответственно, по многим другим мирным рыбам. Причем для приготовления этой насадки нам понадобится совсем немного ингредиентов, и все ингредиенты абсолютно доступны и продаются в любом продуктовом магазине. А именно, сегодня мы приготовим кукурузную болтушку. Да, многие рыбаки привыкли, что есть манная болтушка, а это у нас будет кукурузная болтушка. Но, соответственно, манка здесь тоже будет присутствовать. Значит, для приготовления кукурузной болтушки нам понадобится, можно сказать, 3 ингредиента. Кукурузная мука, манка и консервированная кукуруза. Причем нам понадобятся не сами зерна, а только лишь кукурузный сок, в котором находится эта кукуруза. Для приготовления возьмем вот такую вот небольшую емкость. Я сейчас на видео буду готовить самую такую минимальную порцию, чисто для демонстрации. Но вы, соблюдая все вот эти пропорции, которые я покажу, соответственно, можете приготовить абсолютно любое количество. Значит, приступаем к приготовлению кукурузной болтушки. В первую очередь берем кукурузную муку, и нам понадобится 1 столовая ложка. Вот так. Теперь берем манку, и если мы положили 1 столовую ложку кукурузной муки, соответственно, берем 2 столовые ложки манки. Есть. Вначале перемешиваем все это в сухом виде. Так, перемешали. Теперь берем кукурузу, немного ее приоткрываем. У меня она с таким вот ключом, поэтому я вот так вот ее просто приоткрою, и отсюда будет у нас выливаться сок. Если такого ключа нет на крышке, то можно просто сделать с 2 сторон отверстия в этой крышке, и через них будет выливаться кукурузный сок. Значит, сколько же этого сока нам надо? Ну, значит, от общего количества сыпучки нам надо где-то 80-90% кукурузного сока. Значит, у меня здесь 3 ложки сыпучки, то есть 1 ложка кукурузной муки и 2 ложки манки. Значит, на 3 ложки сыпучки нам понадобится где-то 2,5 ложки сока. Я сейчас наливаю этот сок, как я сказал, 2,5 ложки. Но, возможно, нам понадобится его и немного больше. Регулировать состояние нашей насадки мы будем уже в процессе, потому что, ну, разное бывает и манка, и где-то больше дал там с горкой, где-то без горки. Тут как бы уже такие тонкости соблюдать не обязательно. Надо все довести до того состояния, чтобы эта болтушка у нас правильно работала и держалась на крючке. Очень приятный запах кукурузного вот этого рассола. Чем интересна эта насадка, эта болтушка? Тем, что кукурузный рассол, это жидкость, которая максимально напитана вот этим кукурузным ароматом, плюс она сладенькая, ну как раз все то, что рыбе надо. Я уже вижу, что надо сюда добавлять еще жидкости. То есть никакой воды мы тут не используем. Все делаем только на кукурузном соке. Ну, и жидкости приходится добавлять по той причине, если вы заметили, я сыпучку добавил с горкой, а жидкость, получается, у нас же добавляется без горки. Она сколько ложка берет, столько и берет. Поэтому немного больше получилось жидкости, чем я сказал. Но если бы мы могли жидкость тоже налить с горкой в ложку, то, конечно, все было бы четко. Так, вот немного я это все дело перемешал. И видно, что наша сыпучка максимально увлажнилась.
И теперь мы ее оставляем постоять минут на 10, чтобы из кукурузной муки и из манки выделилась клейковина, и наша болтушка приобрела такой, скажем, ну, не тестообразное состояние, а даже, можно сказать, состояние мягкой резины. Собственно, в этом и заключается смысл болтушки. Все, оставляем минут на 10 и затем продолжим. Так, наша будущая болтушка постояла минут 15. За это время она немного поменяла свою структуру, так как из нее начала выделяться клейковина. И теперь нам необходимо это все долго и хорошо перемешивать, чтобы это было не просто тесто, а именно, как я сказал в начале, было что-то похожее на мягкую резину, которая будет тянуться. То есть нам надо максимально взбить вот эту вот всю клейковину и максимально, чтобы она вышла из каждой крупинки манки и кукурузной муки. На этом этапе еще нужно обратить внимание на такую вещь. Если мы будем эту болтушку нанизывать там какой-то палочкой или еще как-то, то в принципе ее не нужно делать сильно мягкой, сильно жидкой. Если же мы хотим болтушку использовать потом в шприце, что намного удобнее, чем это делать палочкой, то тогда на вот этом этапе лучше добавить, то есть если нам кажется, что болтушка сильно густая для шприца, то на этом этапе можно немного еще добавить кукурузного рассола. Давайте это и сделаем. Главное не переборщить, потому что потом придется добавлять опять муку, манку, и все это будет дольше. Ну, на данный момент я вижу, что консистенция хорошая, она не сильно густая, и начинаю все это долго и долго перемешивать. Так, ну вот, перемешивал я нашу болтушку, наверное, минут 15, может быть даже больше. То есть довольно долго. Скажу вам, что 90% успеха приготовления болтушки, ну и, соответственно, скорость ее приготовления зависит от манки. Эту манку я взял дома, просто из контейнера, то есть я не видел от нее упаковку, не знаю, какого помола эта манка. Поэтому я уже даже думал, что может быть и не получится. Но нет, вот я подольше помешал, и все получилось. Значит, как я определяю, что наша болтушка полностью готова? Ну, во-первых, когда вы мешаете, наступает момент, когда становится перемешивать довольно сложно. Манка превращается в такую мягкую резину. Это значит, что выделяется клейковина. Вот. И перемешивать становится труднее. И второй момент, это вот, если мы берем вот так вот ложкой или палочкой, то в отличие от обычного жидкого теста, она начинает вот так вот тянуться такими прядями. И даже, вот как видите, наматывается на ложку. Она реально как резина такая, как, не знаю, даже как силикон мягкий такой. Вот просто прядями наматывается на ложку, и так вот можно мотать и мотать. Вот у нас полностью это, видите, какие пряди длинные. Эта болтушка полностью готова, и сейчас мы ее будем запихивать в шприц и покажу, как она одевается на крючок. Кстати, еще забыл сказать, во-первых, она имеет приятный кукурузный аромат, и во-вторых, я ее даже немножко попробовал на вкус, она реально сладкая. Как мы знаем, мирная рыба очень любит сладкое, то есть рыба семейства карповых реально сладкоежки, поэтому это очень классно. Ну и аромат. Аромат, конечно, кукурузный присутствует здесь однозначно. А для рыбы что важно? Аромат и вкус. Значит, показываю, как набивать шприц. Это делается очень быстро. То есть не надо вот так вот запихивать сюда ложечкой. Просто открываем поршень шприца. Затем берем нашу болтушку. Вот эту вот нижнюю часть шприца, где был поршень, мы прислоняем в болтушку, и кончик шприца берем, вставляем в рот и втягиваем. Вот и все. Смотрите, шприц полностью заполнен. Вставляем поршень. Опять же, заполняем не до конца, чтобы когда мы вставим поршень, чтобы у нас был запас и болтушка сразу не потекла с этого носика. Теперь одеваем на крючок болтушку.
Так, ну вот, взял я такой вот довольно крупный крючок, чтобы вам показать. Зажал его в зажим, чтобы не закрывать пальцами. И теперь наматываем на него болтушку. Берем шприц и потихонечку выдавливаем поршень. И начинаем обматывать вокруг крючка. Наша задача полностью закрыть крючок и острие в том числе. Все. Вот наша болтушка одета на крючок. Можно ловить. Правильно приготовленная болтушка, в отличие от обычного жидкого теста, будет очень хорошо держаться на крючке, потому как она имеет такую резинообразную консистенцию и не так-то просто ее смыть водой. Поэтому вот такой вот замечательный рецепт берите себе в коллекцию: кукурузная болтушка. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь на наш канал, смотрите много интересного видео. Пока, до новых встреч!